Прощай, Илья. 6 миллиардов людей или 2 члена моей семьи. Убив тебя, я спасу мир. Что случилось, Эми? Да так, просто все время вижу один и тот же кошмар. Я тебя понял. Нет ничего плохого в том, чтобы бояться будущего. Ведь это естественно. Бояться того, чего не знаешь. Это нормально, Кирицугу. Хочу мечту заветную, этот сон мне не развеять. Право я сжимаю как клинок, память о земле ныне неизведанной. Без конца стеною холодный дождь идет. Силу защитить те вещи, что нуждаются в этом. Слабость, что надежду может разом погубить. В своем сердце сохраню и шагну навстречу дню. На свет я тяну, дожить, надеясь до утра. Исцели меня ты от смертельных ран. На клинке моем играет бликом, тобой пронзает имена. Наполненная чувства молитва, решимость. Кто это на фото? Это моя семья. Моя жена Айрис Филь и наша дочь Ильяс Филь. Как погляжу, дочь вся в мать пошла. Ну, Айри говорила, что у нее мои глаза. К слову, в тот же день, когда вы устроили ту погоню, мы заметили один субъект, который был схож с вами. Взгляни-ка. Очевидно, что он тоже кибертронец. Но я его вижу впервые. Однако его маска — это эмблема десептиконов. Значит, они уже здесь. Мираж, Сео хотела спросить, чем ты собираешься заняться, когда эта война закончится? О, а ты уже строишь план на наше совместное будущее, Арси? Заткнись, придурок! Ну, поскольку Прайм сторонник инициативы по защите Земли, может быть, тут и остался. И эти 10 лет гонок были неплохими, мне понравилось. Так что не отказался бы погонять побольше. О, а я бы тогда была комментатором на твоих гоночных матчах. Да и Бамблби, думаю, тоже не против составить нам компанию. Ну, отличная идея. Тогда выходит, что наше трио сохранится и после войны.
А ты как Бамблби, согласен? Отличная идея, юный подаван. Это я согласен. Я в деле. Прекрасно. Прайм, насчет нашего тогдашнего разговора на ковчеге. Если вдруг тебе действительно придется выбирать, ты уверен, что спасешь именно Землю? Ты уже слышал все, что должен был, Айронхайд, и своего мнения я не изменю. Разговор окончен. Ясно. Эй, ты что творишь? Встал с меня. Я тут кое-что прикинул. И вот что хочу спросить. А не охренел ли ты? То есть для Арси ты у нас цифровую версию сделал и тело восстанавливаешь. А Бамблби что? Шмеленок вон уже 10 лет и слова своего сказать не может. Ты что у нас Лучше бы каблук? тебе голосовой модуль оторвали, а не би. Да делаю я его, делаю. Просто сама модель голоса еще не готова, доволен? А теперь встань. Что ж, окей. На этот раз я тебе поверю и прощу. Но смотри мне. К слову, мы почти у пункта назначения. Если вдруг понадобится помощь, прибудем как только сможем. Понял тебя. Так, надеюсь, все резину сменили на зимнюю. В любом случае, автоботы, трансформируемся и выдвигаемся. А помните те еще светлые деньки на Кибертроне? Когда ты жил в спокойствии и безопасности, зная, что завтра все будет хорошо. Не боялся, что можешь умереть даже сегодня. Сегодня я уже беседовал с Кирицуку о прошлом и будущем. Повторю и вам. Что было, прошло. Что будет, грядет. Что произойдет сейчас, решаешь ты сам. И если ты хочешь вернуть то светлое время, действуй. Народ, мы почти у цели. Я останусь снаружи. Идите без меня. Уверен? Абсолютно. Это же... Вектор Сигма!
суперкомпьютер, созданный Праймусом. И вместе с этим его первый неудачный эксперимент. Впоследствии он использовался в основном только как защитная оболочка ядра. Так вот оно что. Значит, это и есть третий фрагмент искры Праймуса. Значит, тогда мы получили не сигнал от Олспарка, а сигнал, отправленный через вектора Сигму. Но в таком случае, кто и зачем его отправил? Извини за задержку, Оптимус Прайм. Рад вновь тебя увидеть. Эй, клубничка в шоколаде со сливками. И это ты типа позиционируешь свой новый вид как апгрейд? Этими палочками за плечами нас колотить собрался? А с тобой мне еще предстоит свести счеты, Powerglide. Пока подумай о том, о чем ты будешь умолять меня, когда будешь стоять передо мной на коленях. Мегатрон, И снова вместо того, чтобы вступить в бой, ты начинаешь диалог. Я надеялся, что за эти 10 лет ты наконец осознаешь мои слова и поймешь. На войне никого нельзя жалеть. Враг останется врагом, и никто не заслуживает пощады. Но глядя в твои глаза, я вижу, что ты этого не понял. Разочаровываешь, Прайм. Поэтому я не собираюсь давать тебе поблажек. Покажи, чему ты научился за время моего отсутствия. Немезида! Активировать циркулярный луч. И что ты будешь делать сейчас? Создашь очередные неполноценные клинки? Нет, мне нужен щит. Щит, для создания которого не требуется знать его материал и состав. Магический щит, способный сдержать удар такой силы. Трейс. Он.
создал проекцию легендарнейшего щита лишь ради того, чтобы защититься от такого жалкого оружия? Узри же тот уровень, ради которого Ро Айс и был создан. Значит, конвергенция этой мировой линии действительно не позволит тебе умереть сейчас. Что ж, я обязательно попробую убить тебя в другой раз. Значит, Мегатрон не знает его? Выходит, этот тип даже не Десептикон? Десятки больше вашего нищего сброда! У вас все равно получается давить нас, как инсектов букашек! Уроды! А что если нас станет в 100 раз больше, чем вас? Что вы будете делать тогда, мерзкие, ржавые, жалкие ублюдки? Ты тут у нас за языком не следи. Это ведь... Все верно. Некогда этот меч принадлежал самому Мегатронусу. И до сих пор считается одним из самых мощных орудий в истории Кибертрона. И этот клинок — реставрация оригинала, в отличие от твоих жалких подделок. И что с того? Кто сказал, что подделка оригиналу не ровня? Трейс-он! Совсем забыл сказать. Этот клинок до сих пор не высвободил ту кинетическую энергию, которую он накапливал миллионы лет. И знаешь что? Ты даже увеличил ее объем. О господи,
Автоботы, отступаем немедленно! Звезда созидания, что разделила небо и землю. Эндумар! Элиш! Нет, я его, конечно, и до этого за нормального не считал, но это... Мы с ними еще не закончили. Уилджек, занимай дальние позиции и атакуй врага на расстоянии. Пауэрглайд и Бамблби, бейте противника напролом, найдите Миража. И где Айронхайд, когда он так нужен? Ну, я, конечно, не Айронхайд. Но думаю, моя помощь тоже пригодится. Это... он? Да, тот самый. Что, захотел реванша, малыш? Реванш? Наш бой тогда даже не начался. Эй, куда намылился? Теперь-то тебя никто не защитит, подонок. Мираж, обернись! И опять ты меня спасаешь, Арси. Трейсон! Я все еще не вижу желания убивать в твоих глазах, Прайм. В них лишь жалкая надежда на то, что я изменюсь. Стану таким, как прежде. Осознаю свои ошибки. Но я всегда был таким. А ты всегда был посмешищем. Ложно мечтающим о мире, не понимая, что сам довел войну до необратимого состояния. Так и не поняв главного правила. Твое сражение закончится здесь. И ты подохнешь со своей глупой ложной мечтой! Ты ошибаешься. Пускай моя мечта и глупа, но назад я не поверну. Ведь она вовсе... Моя мечта вовсе не ложная!
Кажется, я понял. Ты начинаешь действовать лишь когда ты на самой грани смерти. Видно ведь, что ты не хочешь умирать, Оптимус. Видимо, мне придется всегда держать тебя на этой грани. Айронхайд, где ты? Оптимус, постой! Он отключился от моей среды выполнения! Что? Пусть собьется крик, не смотри, смотри, открыл врата, первый год пошла игра, наша жизнь война, ты ее солдат. Вот что значит нет выбора. Исполняй свой приговор. Прайм.